Всем привет, друзья! Вы в настоящем моменте, нас зовут Виталий и Лада. Мы живем в Германии и путешествуем. Обычно наши путешествия – это путешествие одного дня. Мы утром выезжаем и уже к вечеру возвращаемся домой. Но сегодня у нас необычное путешествие. Мы уедем на несколько дней. Нас пригласили в гости друзья. И живут они недалеко от всем известного города Фрайбурга. Это почти на границе с Францией. Когда мы путешествуем по железной дороге, мы используем DB навигатор. Вот я сейчас открыл, у меня здесь забито Гайслингенштайге и Фрайбург. Я нажимаю Suchen, то есть искать, и оно должно мне предложить различные маршруты, то есть на разное время маршруты. Ближайший 12:38, сейчас мы садимся на RE5, и вот мы стоим на третьей платформе сейчас. И еще две пересадки. Это вообще самый лучший маршрут. За 4 часа мы должны доехать до Фрайбурга. Но там посмотрим, как получится. Будем изучать этот маршрут, и проверять его. Видите, мы пересаживаемся в Карлсруе второй раз, а первый раз в Штутгарте. Ну что ж, дожидаемся своего поезда и поехали. В Германии есть очень разные поезда по своему предназначению, и не на всех поездах нам можно ездить. Например, вот этот желтый поезд, который называется MEX16, он такой, который останавливается на каждой станции. То есть он ходит медленно, но он очень удобный. Внутри одноэтажный, обычно немного в нем народу, только в часы пик набиваются люди. Сейчас мы будем ехать на другом поезде, который называется RE5. Он красненький, он останавливается только на крупных станциях. И на нем гораздо быстрее добираться, например, до Штутгарта в нашем регионе. Другие это те, которые международные. На них мы за свой Deutschland Ticket не можем ездить, нужно доплачивать. Вот уже едет наш поезд на Штутгарт. И он двухэтажный. Здесь есть первый и второй класс. Мы можем ездить только во втором классе. Первый класс нужно доплачивать деньги. Сюда можно заходить с самокатами и велосипедами. Смотрите, как открываются двери, там кнопочка нажимается, откидывается ступенька, и все, и мы погнали. Видите, написано второй класс. Мы можем сюда заходить, садиться, если есть свободные места. Места есть. Лада даже в дороге все равно работает, она отвечает на ваши комментарии, друзья. Видите, всегда занято. Мы, в принципе, постоянно чем-то занимаемся, связанным с ютубом. Постоянно. Это такая работа ненормированная абсолютно. Времени нет вообще. Да. И тем временем мы приехали в Геттинген. Мы сейчас едем во втором классе. А чем отличается второй от первого? В первом классе здесь столик такой побольше стоит, чуть-чуть может быть больше расстояния между сиденьями, нету таких сидений, которые без столиков, и они находятся за такой стеклянной перегородкой, на которой написано первый класс. И все, больше никаких отличий, по сути дела. Обычно в поездах еще есть розетки для подзарядки, но в данном случае мы почему-то не нашли. И как обычно не зарядили. Да, Лада, как обычно, забыла зарядить свой телефон. Ну ничего, мы потом пересядем на другой поезд, там, может быть, найдем. Или же на вокзале можно подзарядить, когда ожидаешь следующего поезда. Мы приехали в Штутгарт. У нас прямо в DB навигаторе нашем было написано, что мы прибываем на 9-ю платформу и должны пересесть на 7-ю. По времени все отлично, мы успеваем. А вот и наша платформа, и наш поезд уже стоит на пути, ждет нас. Видите, RE1.
на Карлсруэ в 13:32 отправляется. Ой, некоторые бегут. Кстати, надо поспешить, чтобы занять места. Я смотрю, там полно народу. И из этого поезда, может быть, мне будет очень неудобно снимать. Поэтому, ну, не сяду возле окошка. Если вообще сяду, смотрите, сколько людей. Нам повезло, мы нашли пустые места. В общем, это популярный маршрут получается. Люди едут из Штутгарта в Карлсруэ. Caught in every moment. I see the sun on your face. Hopeful eyes keep them glowing. Yeah, I love you more than words can say. Сейчас 14:14, а поезд должен здесь быть в 14:15. То есть должен отправиться сейчас через минуту. Ну, видите, он даже чуть-чуть раньше. Нет, минута в минуту отправится. Знаете, это не всегда так. Я слышал мнение людей, которые давно живут в Германии. Они говорят, что до 2014 года, вот лет 10 назад, поезда в Германии ходили идеально, все четко по расписанию. Минута в минуту, не было ни у кого никаких претензий к поездам. А потом постепенно все ухудшилось. И говорят, это из-за того, что больше нагрузки стало на железную дорогу, больше грузовых поездов появилось, да и пассажирских тоже. Едем сейчас через разные места, тоннели, глухомань какую-то, часто пропадает интернет в дороге. Ненадолго, там на несколько минут, но пропадает. Мы уже подъезжаем к Карлсруэ. Это какой-то пригород. Нам осталось 5 минут до этого города. И Влада всю дорогу слушала музыку, но с перерывами, да? Это обидно. Кстати, видите, уже к Карлсруэ, не могу произнести это слово, к Карлсруэ мы уже подъезжаем с пустыми местами в вагоне. Люди повыходили раньше. Это очень крупный город по немецким меркам, и мы в нем уже когда-то были. Мы приезжали с Ладой специально, чтобы посетить лагерь для беженцев. Здесь очень крупный пересылочный лагерь. Я даже не знаю, сейчас он работает или нет. Сейчас вообще поменялась ситуация с приемом беженцев. Но, если кому интересно, у нас на канале есть такое видео. Я оставлю ссылку. Все ссылки, связанные с городами, которые мы проезжаем, оставлю в описании. Можете зайти, посмотреть, мы там гуляли. А пока мы сейчас должны пересесть на следующий поезд на вокзале в Карлсруэ. У нас 13 минут для пересадки. На удивление, сегодня поезд, все поезда, на которых мы едем, идут без опоздания. Поэтому мы сейчас должны пересесть вовремя. Где у нас переход? Надо сориентироваться. Все вокзалы похожи, я уже говорил, вот такие платформы. Надо найти подземный переход или еще бывает мостовой переход. Перейти на нужный путь и сесть на нужный поезд. Сейчас мы находимся на 13-й платформе, а надо перейти на 8-ю. Но бывают такие моменты, когда поезда опаздывают и люди прям бегут для того, чтобы перебежать на следующую платформу, особенно вот в такой толкучке толкаются, бегут и не успевают. У нас с Ладой такое было, но иногда те поезда тоже придерживают специально для того, чтобы люди успели пересесть. Вот смотрите, какой просторный подземный переход, там прям статуи какие-то есть даже. Нам просто нету сейчас времени разглядывать, это же все-таки Карлсруэ, тут вообще громадный такой переход, и он прямо в город выводит на одну и на другую сторону. Расписание здесь можно посмотреть поездов на табло. Парковки для велосипедов тут где-то есть, мы в прошлый раз видели. Фастфуд продается прямо в подземном переходе, можно перекусить. А это очень полезно, когда у тебя бывает целых полчаса для того, чтобы, да, полчаса ожидания. Но есть и минусы, я вам скажу, везде сквозняки.
негде спрятаться. И на вокзалах, в самих помещениях, там практически нету лавочек. Одна-две, а есть такие вокзалы, на которых вообще нету лавочек. И, например, в городе Плёхинген я не смог даже найти, где себе кофе купить. Это что-то уникальное, да? Представьте, на вокзале не купишь кофе. Смотрите, поезд на Базель 14:39, это наш поезд, вот он стоит. Да, это наш поезд. И мы должны на него сесть сейчас. Вот. РЕ-7 через Фрайбург идет. Так, главное не забыть ничего в поезде, потому что когда много сумочек. Пошли на второй, нет? А, тут есть места? А? Тут, похоже, и мест нигде нету. На второй этаж пойдем. Ну, по крайней мере, здесь мы. Короче, сегодня у нас с Ладой вот такие места. Боком немножко. В окошко не повыглядываешь. В общем, главное не прозевать. В принципе, сидя хотя бы, да? Уже хорошо. Don't cross my T's. I don't dot my I's. Won't say А в pretty. Баден-Бадене вышли люди, и мы с Ладой смогли пересесть в более просторные места. Здесь у нас теперь столик есть. В окошко можно выглядывать. Wirtschaftsspionage. Шпионаж, keine шпионаж. Was soll? Rebel soul. I've got a rebel soul. I've got a rebel soul. I've got a rebel soul. Пролетают поселки такие мимо нас. Это, короче, у нас самый длинный переезд на этом поезде. И нам повезло, что мы прямиком едем. Мы могли бы вообще до точки назначения доехать прямиком, но мы все-таки выйдем во Фрайбурге для того, чтобы посмотреть этот город. А потом продолжим свой путь. Сейчас проезжаем очень интересные места. Видна из окна горная гряда, которая называется Шварцвальд, что переводится как черный лес. Мы обитаем среди гор, которые называются Швабский Альп, а это Шварцвальд, это другие горы. Ну вот мы ехали, и тут туман, смотрите. Солнце вообще спряталось, и мы въехали в большое облако. И сегодня у нас прогулка по Фрайбургу будет, скорее всего, в таком тумане. Конечно, неожиданно погода изменилась, но это же горный регион. Но мы, правда, едем все южнее и южнее. Dieser Zug fährt nach Basel-Badischer Bahnhof. Östlich von Gleis 2 direkt gegenüber. CI 274 nach Berlin. Фух, наконец-то Фрайбург. Мы приехали. Солнце зашло, туман вокруг, куча народу. Сейчас мы, друзья, просто прогуляемся с вами по Фрайбургу. Посмотрим, что в нем есть интересного, немножко. Сходим с Ладой в кафе какое-нибудь. О, я увижу там уже церковь, в ту сторону и пойдем. Видите, здесь эскалатор. А здесь наверху мост, и здесь трамваи останавливаются. Красивые такие трамваи. Человек с собачкой. Ладно, куда ты хочешь сходить? Хочешь к той церкви пройтись? Да? Вообще все равно. Куда Всё равно? хочешь, куда поведешь, туда я пойду. Мне все интересно. Смотрите, какие суперные трамваи здесь ходят, красивые. Можно на нем куда-то подъехать, зная бы, куда нам ехать. А так мы здесь застыли,
Рассматриваем местность сверху. О, смотри, какие классные велосипеды у ребят там едут. Нам надо кафешку найти и попить чай. Мгм. После длительной дороги. Пока мы с Ладой ехали в поезде, я смотрел на температуру за бортом, и там было плюс 7 градусов. Там, где мы проезжали, солнце, Карлсруе, там и в Штутгарте тоже было тепло. А сюда приехали, здесь плюс 1 всего лишь, холодно и туман. Вообще так резко за окном поезда все в туман погрузилось, мы даже не заметили, как это случилось. Интересно, там до сих пор солнце или там тоже уже все в тумане? Такой из тумана выступает такой величественный собор. Да, но походу мы пошли с тобой не в сторону центра города, поэтому я тут даже и кафе каких-то не наблюдаю. Вот смотри, интересный такой спуск вниз в город, а там какие-то парни шумят, братки какие-то. Было страшно идти. Пойдем, Это просто жилой квартал, и в общем-то мне он кажется не очень таким привлекательным. Друзья, мы впервые во Фрайбурге. Полное его название Фрайбург им Брайслау, что обозначает Фрайбург на земле Брайслау, потому что Брайслау это название местности такой. Посмотрите, это большой город, оказывается в нем живут 237 тысяч населения, то есть он по сути один из крупных городов Германии, и мы, конечно же, не сможем его посмотреть за часик, на который мы решили здесь прогуляться, потому что мы конечным путем имеем сегодня не Фрайбург, мы едем в город под названием Мюльхайм, там живут наши знакомые, поэтому мы немножко пройдемся возле вокзала здесь. Попьем чай и поедем к друзьям. Да, это такая у нас остановка чисто из любопытства, потому что, чтобы осмотреть Фрайбург, мало, наверное, одного дня, не то что одного часа. Ну вот есть, кстати, какая-то Кафешка. пиццерия Да, да. недалеко от вокзала. Нам главное, чтобы в тепле и было место там. В общем, ультрасовременный город большой. Честно говоря, у меня было другое представление про Фрайбург. Я думал, это не такой-то и крупный город. Мало о нем. Ну, ты знаешь, вот эти крупные города, они не кажутся какими-то милыми и приветливыми. Они такие, у них большие расстояния, потом очень много каких-то мутных типов, извините за выражение, но такие. Может, это мы такие? Может, это не города виноваты, а мы? Ну, это просто наше восприятие этих городов такое. Хотя, вот я помню, мое первое впечатление о Штутгарте тоже было не очень хорошим, а потом мы как бы привыкли и сжились. Я, кажется, думаю, нам стоит в эту сторону пройти. Мы недалеко отошли от вокзала, и уже появились такие уютные улочки с домами более похожими на старинный немецкий стиль, такие разноцветные, с эркерами, с балкончиками всякими. Кафешки появляются. Смотри, еще такого не видел. Это розовая ель. Это кафе, да? Ну да, но там никого нет, я так подозреваю, что там Закрыто, да? закрыто. Сейчас возле кафе, которое мы там с розовой елочкой увидели красивое, стояла... Русскоязычный хозяин кафешки сказал нам, куда нам надо идти, чтобы посмотреть очень-очень красивый центр. Да, направил нас вот по этой улице, и мы тут смотрим, гля, тут уже подсветка такая включается. Может быть и неплохо, что мы приехали под вечер с тобой, ладно. Мы сейчас увидим всю эту иллюминацию. О, там смотри, какие фонари. Да, я уже вижу. Come back tomorrow. You know it's not enough that I can make you laugh. Why try to borrow even more time you never have? Слушай, It's too late, посмотри, too late to
какой таинственный проход сюда. Здесь точно какие-то галереи. Вот написано магазин СА. Кстати, да, в чем минус таких вот праздничных дней? Все закрыто. И кафе даже закрываются до 4. Мы сегодня едем в гости, и мы планировали как бы по дороге во Фрайбурге зайти в какие-нибудь магазины, супермаркеты и купить гостям еду нашим. А получается, что мы не можем купить. Алло. Отель под открытым небом. О, куда мы зашли? А там, видели, люди лежат, спят прям. Ох, интересные места, да? Смотрите, Они живут. прям с собакой живут там. Сейчас холодно, минус 2 градуса. Кошмар. Почему они живут на улице? Ну, в общем, это неожиданно было, да? В общем, я рассказывал о том, что мы планировали купить подарки для тех людей, к которым мы едем здесь во Фрайбурге. Но оказалось, сегодня ничего не работает. И это облом. Мы не можем даже угощений привезти каких-то с собой. Но мы все равно взяли что-то было. Да, благо у нас дома что-то было, и мы взяли с собой немножко еды. А так вообще они тоже хотят нас встретить, что-то купить нам из, ну, какой-то презент, наверное. И не могут купить, потому что сегодня не работают магазины. Просто вот так вот, если ты заранее не знал, что ты поедешь, а, допустим, сегодня решил, я еду. И все, и ты уже все, ты в чем неудобство? Ты уже не можешь зайти, купить подарок. Да. Ты в любом случае придешь Получается, с пустыми да. руками приезжаешь, и тебя встречают с пустыми руками. Ну, в холодильнике, может, что-то найдется, но это же не Это уже празднично. не то. Да. Что удивительно, что большинство кафе и ресторанчиков тоже не работают. Хотя сейчас только 5 часов вечера. До 4. До 4 все, да? Магазины с одеждой все закрыты. Но мне нравится вот этот вот домик. Очень стильный такой. Судя по тому, что впереди церковь виднеется, там центральная площадь. И вот, смотрите, красивая площадь. Мы выходим прям, а здесь тоже деревья в огнях. И тоже церковь. О, а это действительно украинский флаг. Это уже вам не флаг Баден-Вюртемберга, да? Он похож, но Нет, это чисто украинский. украинский. Да. А флаг Баден-Вюртемберга, он очень похож. все, мы пришли. Мы дома. Ладно, говорит, все, мы дома. Это, наверное, Ратхаус, то есть их мэрия. Смотрите, как здесь мило вообще. Толп людей нету. И пахнет, знаешь, чем? А, да. Вот этой вот травой, которую все легализовали уже здесь. Отель Ратхаус называется, смотри. Да, вот здесь можно прийти, остановиться. Да, я думаю, здесь и переночевать. минимум 100 евро за ночь. Были бы мы богатые. Мы сейчас бы зашли, сняли, то никуда не ехали. Здесь трамвайчики ходят. О, смотри, пиксельный Санта-Клаус. Или кубический. Я думал сначала у меня в глазах... Это как бы- Лего. Это Лего, да. Леговский. Я думал, просто я резкость не навел сначала. А нет, а он такой. О, вот это Мюнстр. Собор. Мюнстр это значит монстр. Ой, то есть Здесь это не значит церкви, здесь, как называется? Мюнстр. Соборы, да? соборы. Вот такой огромный, он, мне кажется, больше, чем в Ульме. Хотя считается, что в Ульме самый высокий в мире собор. Ну, вот это центральная площадь точно. Смотри, красотища. Он такой из коричневого камня, не из серого, как обычно. Красноватого. Да. Смотри, как хорошо сделано. Мы можем даже вовнутрь зайти немножко, если хочешь. Какой портал громадный просто. Впечатляет.
По-моему, там служба идет, поэтому мы туда не пройдем. Наше видео заканчивается в славном городе Фрайбург. И увидимся в следующем видео обязательно. Кстати, Лада, ты забыла сказать. С Рождеством, с наступающими праздниками, всем мира, любви, самых невероятных приключений. И подписывайтесь на наш канал, я имел в виду. Подписывайтесь, ставьте лайки, друзья. Всем пока! Hey, won't you stay a little bit longer? I'm sorry, didn't mean to, but I heard you cannot undo it. So please stay. I know that we've been fighting. But can't we just hold up? Maybe stay up, try to